Приветствую вас, ребят! При покупке автомобиля мы всегда задумываемся о цене его, потянем мы или нет, сможем его купить или нет. И второй вопрос, самое главное, нас всегда беспокоит остаточный ресурс в плане с бэушным автомобилем и фактический нормативный ресурс в плане нового автомобиля, сколько он отходит, как говорится в простонародье. И поэтому это видео я и снимаю. На примере, как вы заметили, Лады Ларгус. Очень интересный автомобиль, поэтому досмотрите это видео до конца. Мне уже в соцсетях раза 3 попали статьи, что таксисты недовольны. Ну, таксисты — это первые испытатели любого автомобиля. И постоянно пишут статьи, что вот таксисты говорят, что Kia, Rio и Hyundai Solaris, они ходят 350-400 тысяч, а дальше просят капиталки. Ну, на самом деле, они ходят еще и больше, но в среднем где-то так. Китайцы не дохаживают до 150 еле-еле на зубах, и там уже просят капиталки. И уже пошли такие статьи. Я поэтому решил снять это видео. Сколько же отходит отечественный автопром на примере Лады Ларгус. Все Лады у нас были на канале, но достаточно давно не были сняты. Гранта — это вообще была новая машина, там 700 километров находила, она даже не прошла обкатку. Веста Кросс СВ также было. На канале это все снималось в 2020 году примерно. Там тоже автомобиль был 7-8 тысяч километров пробега. X-Ray у нас был с пробегом порядка 40-50, по-моему, тысяч или около этого. Также была Нива, из 90-х она более поезжена. И сегодня у нас очень интересный Лада Ларгус. И в этом видео не будет похвалы этой машине. Сухие факты, все как есть. Если какие-то положительные моменты есть, я буду их упоминать, так как эту машину я знаю лично. Она не было жестких ДТП, вообще ДТП она не было. Здесь не было замены узлов и агрегатов каких-то. Она просто ездит и просто обслуживалась. И сегодня о ней поговорим, так как это действительно хороший аргумент, она хорошо себя показала. Хороший аргумент для чего? Последнее видео мое на канале было покупка подписчику автомобиля Ford Galaxy 2011 года. Большая семья, нужна большая машина. Подобрали, человек доволен и катается. Но если вы боитесь автомобилей с пробегом из Европы, они дорогие, там и так далее, у каждого свои причины и отговорки. Кто-то боится обслуживания, у кого-то не хватает денег. Ну, у каждого свои страхи. То этот автомобиль тоже очень хорошо подходит для большой семьи. Он не такой объемный, не такой большой, как Galaxy S-Max, там Peugeot 5008, но она семиместная. И ввиду ее состояния, она тоже хороший аргумент. И она по годам она моложе. Не такая комфортная, но она моложе и дешевле. Наш Ларгус не новый, не 2-3-летний. Это машина 2019 года, ей уже 6 лет. И попробуйте угадать его пробег. Я его позже назову, но так для себя, ради интереса. Проверьте себя. Эта машина не личная, а служебная. Поэтому нам не очень интересно, и снимаем мы ее. И этим Ларгусом мы закрываем, получается, всю продукцию АвтоВАЗа. Потому что весь АвтоВАЗ, ну, кроме новой Искры, которая должна выйти, у нас уже был на канале. И этим автомобилем мы и заканчиваем. И это для меня самый интересный ВАЗ, ввиду его состояния. У него 5-й или 6-й уже водитель. На машине ездит бесцеремонно. Один приехал, положил ключи, второй тут же взял, поехал дальше. То есть машина постоянно эксплуатируется. Цвет очень красивый, приятный. Автомобиль в родной краске. И мне очень он симпатичен, потому что с такой эксплуатацией смотрится он достаточно прилично. Да, у него есть сколы, царапины, но нету такой жесткой коррозии на нем. То есть автомобиль чувствует себя очень хорошо. Есть один нюанс сзади слева, но, опять же, когда автомобиль служебный, к нему не так с душой относятся. И на мойках самообслуживания всегда есть табличка, что мыть надо с расстояния 30-50 сантиметров струи, а не вплотную к автомобилю. Поэтому сбили на нем краску. Это единственный такой недостаток. Больше нет ничего. Она обработана хорошо собой. В плане обслуживания по сердцу автомобиля. Здесь у нас, но все же, сначала назову пробег, как я обещал. 321 тысяча, ребят. 321 935, по-моему, километров пробега. Почти 322 тысячи у этого автомобиля. И для этого пробега он еще бодрый и весел, хочу сказать. Помимо АвтоВАЗа двигатель, здесь ставился двигатель Рено. Также Рено коробку здесь устанавливали. Но у нашего экземпляра стоит 129-й мотор от АвтоВАЗа. Точно такой же на Весте устанавливается. 129-й, 106 лошадиных сил,
Чугуниноблок, 16-клапанная алюминиевая ГБЦ. Я думаю, многие это знают и без меня. Для этих экспертов, которые сейчас будут в комментах, я знаю, вы же все это знаете, но для тех, кому интересно, это видео снимается. Масло здесь меняется раз в 10 тысяч километров. Не как я в 7,5, раз в 10 тысяч. И двигатель не жрет масло литрами. Здесь литрами никто ничего не доливает. Полностью обслужена ходовая, фильтра, масла, все это меняется. Да, вот положенный регламент. И 322 тысячи двигатель сами отходил. Здесь не было ни замены прокладки под ГБЦ, не было никаких серьезных проблем. Двигатель просто обслуживается. ГРМ менялся, все как по классике, все как нужно. Никакого криминала здесь не происходило. Никаких проблем, повторяюсь, не было. Ни замены двигателя, ни замены ГБЦ, каких-то элементов узлов нет. Заменен ГРМ, фильтра, масла, по регламенту все это меняется. Больше ничего. Все с автомобилем хорошо, кондиционер работает. Опять же, масложоров нету, но в теории нормативный срок службы это 200 тысяч километров. По факту они ходят 400 и за 400. Учитывая состояние автомобиля, его ходовой, кузова, всех узлов и агрегатов, слабое место это двигатель, потому что ввиду пробега он первый, скорее всего, подойдет к финишу. Но, учитывая состояние, опять же, всего автомобиля, логичнее не сдавать машину в трейд-ин, так как трейд-ин оценивает очень дешево. Это полезная функция, да, услуга и так далее. Но сколько знакомых пыталось загнать свои машины, дороже, гораздо дороже не продали с рук сами. И нету смысла отдавать этот автомобиль за там, сколько они сейчас стоят, в районе 7-8 тысяч долларов, чтобы купить 2 раза дороже новый Largus. Логичнее и правильнее, я бы так и сделал, это заменить двигатель. Потому что новый двигатель, я смотрел, вот, конторы в России, ну, выборочно. Я нашел такой двигатель, 129-й двигатель полной комплектности. Полная комплектность, первая комплектность этого двигателя стоит 221 тысяча, 245 у одной конторы, и она, кстати, дает в кредит, 276 тысяч. То есть у каждой конторы свои цены, свои накрутки. Можно, кстати, я не узнавал, сколько он будет стоить напрямую на Ладис-сервисе с доставкой в Беларусь. То есть в районе 2500 долларов стоит двигатель на этот автомобиль, новый, с нуля. Установить, обкатать и катаемся дальше. Поэтому логичнее всего, на мой взгляд, просто заменить двигатель, заменить там сцепление и поехали дальше. Потому что автомобиль, ну реально, по внешнему виду ему не дашь 300 тысяч. Конечно, если он был в ДТП, ходовая никогда не меняется, но здесь все заменено вплоть до пыльников. Все здесь новое стоит. Порядка 20 тысяч километров назад это все было заменено. Здесь, как и положено, недорогому бюджетному автомобилю ходовая часть спереди Макферсон, сзади балка. Все по классике. Но автомобиль комфортный. Для сравнения с Вестой, потому что Веста это самая престижная модель АвтоВАЗа, у Весты колесная база 2 метра 63,5 сантиметра, то есть 263,5. Здесь 290,5, почти 30 сантиметров играет в плюс. Поэтому эта машина комфортнее Весты. Я на ней ездил я недавно на Весте. Правда, на заднем сиденье ехал, меня подвозили. Машина была дорестовая, Веста СВ, просто универсал, не кросс СВ, просто СВ. 40, по-моему, 5 тысяч километров пробега, 2020 года автомобиль, я сидел сзади справа. Но мы так проехали около 10 километров по городу, ну где-то яма, где-то стык, где-то лежачий полицейский. И мне уже спина начала ныть немножко так, потому что моя оконченная спина это датчик комфорта, я его так назвал. Поэтому Веста все же пожестче, чем Largus. Поэтому если для себя я бы смотрел в сторону Ларгуса, но на рестовой Весте я не ездил, может там ходовая помягче, чуть другие пружины, амортизаторы. Вы можете сказать, что и в этой Весте можно поменять ходовую, но здесь ходовая как по заводу. Она вся обслужена, вся новая, но ставится все то, что доктор прописал. Все равно в стоке она комфортнее. Вот мы и в салоне, но мне немножко неудобно, так как нужно под себя отрегулировать, но я не стану этого делать, потому что здесь постоянно уже водитель в последнее время, я не буду здесь хозяйничать. Но тем не менее, сиденье мягкое, мне здесь удобно. Ну, здесь все примитивно. Стеклоподъемники, как у Renault, на центральной консоли. Из всех плюшек есть кондиционер и положительная черта, то, что здесь нету этих чертовых весел.
Сзади стеклоподъемники также электронные, да, здесь они находятся. Управление, вот я всегда говорил, не нравится подручником, управление зеркалами. Ну, так часто ими не пользуешься, поэтому один раз настроил, и в принципе, да, постоянно доступ к ним не нужен. Небольшой дефект, нюанс там, кому как. Для меня после Мицубана, в Passat тоже относительно, это зеркала небольшие. Хотелось бы чуть-чуть побольше. Вот у Мицубана вообще идеальное зеркало. Оно небольшое, но квадратное. И вижу все прекрасно. Здесь хотелось бы немного побольше. Ну, это тоже дело привычки, можно привыкнуть, все нормально. Самое главное, что есть кондиционер, и он работает за такой пробег. Есть Bluetooth, у Мафана разъем USB, так что с музыкой тоже все хорошо. Можно сабвуферы доустановить. Поэтому ничего плохого в этой машине нет. Простая, надежная машина. Так что по рулю, ну, конечно же, не мешало бы перешить, но руль так тоже с пробегом держится. Ничего. До дыры его еще не протерли, что даже удивительно. И, кстати, внешний общий вид автомобиля, да, неплох. Темно-коричневый цвет очень красивый, мне очень нравится, не знаю как кому. Заводская тонировка на ней. Потолок тоже не примитивный, не просто белая ткань, тут уже такой бежевый, так тоже он хорошо смотрится, гармонично с салоном. Везде нужно искать положительные черты. Вот. Автомобиль не был в ДТП, как я уже сказал, потом подушки здесь не стреляли, все хорошо, и скрипов так по салону нету, все с ней хорошо. Еще, ребят, когда вы используете пахучки, ароматизаторы, знаете, сейчас тоже в интернет-магазинах стекло и деревянное дно на ней получается. Вот такое. Когда вы вешаете себе в машине, зажимаете и завязываете так, чтобы они не болтались, потому что вот негативный пример. Треснуло лобовое, оно болталось, и при экстренном торможении там возникла ситуация, что дети перебегали дорогу, водитель вовремя остановился, слава богу, все хорошо, все как положено, автомобиль обслужен, тормоза отличные, но этот ароматизатор качнулся вперед с хорошей скоростью, и вот здесь, короче, лобовое уже будет не родное. Как я уже у себя упоминал на канале, у меня тоже был Largus, ну, видео шортс грузовой, что мне нравится единственное вот это поролон под этим лобовым стеклом. Ну, по-нормальному, блин, его не должно быть видно. Так, единственное, что раздражает, удешевляет машину. Так никаких претензий к ней нету. Все достаточно мягко и комфортно. И сиденье мягче все равно по факту, чем у Весты, на мой взгляд. По месту сзади. Первое, да, все же салон у Ларгуса может немножко мягче, чем у Весты. По пространству я молчу над головой, места у меня предостаточно. Если водительское сиденье отодвинуто вперед, то места еще больше. То пассажирское назад отодвинуто, специально сюда я и сел. До сиденья еще места мне хватает, я не в тесноте. Забыл сказать, еще у передних пассажиров есть подогревы сидений. Эти сиденья еще мягче, есть по одному подстаканнику задним пассажирам. А так, кроме этих форточек, для дополнительного обдува комфорта особо нету. Но это не лакшери сегмент, и для такого ценового диапазона это достаточно неплохой автомобиль. Все равно мне все больше начинает нравиться, если честно. Первое. Сейчас подъезжаю к перекрестку, останавливаюсь, нажимаю тормоза, мне уже автомобиль готов нос разбить. Приятно, когда все обслужено, все хорошо. Этот двигатель очень хорошо этому автомобилю подходит, просто потому, что он не тяжелый. И так снизу тяга вообще классная ломовая. И до 60 нормально разгоняется. То есть, ну, нету такой вялости. Эти все равно минивены, большие по 1,5 тонны весом, с 1,6 дизелем. Ну, благо там турбина помогает разгоняться, не сказать, чтобы так активно, поэтому... Этот автомобиль таким не проиграет. Сейчас в основном что-то и гоняется оттуда с 1,6. Поэтому данный автомобиль аргументы здесь имеет. Благо не высокий вес этого автомобиля и также не сильно высокая жесткость кузова. Поэтому шумы уже от 90 к сотне сюда и начинают проявляться. Но 100-110 нормальная оптимальная езда. Вот 2500, сотня, 2500, ну, чуть больше, чем 2500. Ну, как раз эконом-вариант, и по шумоизоляции комфортно еще, не так шумно в машине. Вот 100, чуть больше 2500, то есть самая оптимальная скорость для такой машины. Опять же, можно доп-шумку сделать,
обклеить ее все, но зачем-то нужно разбирать весь салон. То есть в машине хорошо, 2 человека в салоне, достаточно бодро она разгоняется. Тормоза отлично, держит она хорошо дорогу, и все же вот на сотне, даже не на самой ровной дороге, но здесь комфортно за счет длинной колесной базы, это, конечно же, поправляющая тема. Но снизу автомобиль бодрый. Немного непривычно мне короткие ходы ручки КПП, но и коробка переключается отлично. Нет этого скрежета, от этого вот уже с пробегом этого идиотизма, когда уже с хрустом ты включаешь, блин, со второго, третьего раза. Здесь передача переключается четко, 322 тысячи почти километров пробега. Двигатель не жрет масло, никаких запахов нету, КПП переключается идеально, блин. Машину никуда не ведет, но опять же это не заслуга пробега, а заслуга обслуживания автомобиля, но тем не менее на автомобиле ездить там приятно. Уже 105, 2700, 2800 оборотов, уже к 3000 оборотов приближаемся, уже не особо экономично в этом диапазоне будет двигаться. До 3000, ну 2700, 2800 нормально, то есть 100-105 хороша скорость этой машине. И я не повышаю голос, я не кричу, шумоизоляция, то есть здесь на уровне. Ну, это реальный аргумент среди бэушки, если вам нужен такой простой, надежный и недорогой автомобиль. А опять же, динамика автомобилю позволяет сделать какой-то резкий маневр. То есть, если кого-то нужно резко обогнать, там в городе на передачу ниже уйти, перестроиться, там сделать какой-то маневр, какой-то такой дешевый трюк исполнить, машина это позволит сделать. То есть это не вялый автомобиль ни в коем случае. Это очень хороший такой бодренький городской автомобиль. Но мне, честно говоря, хоть Веста и эталон, ну как-то Ларгус даже больше симпатичен. Но здесь дело вкуса, не знаю, для какой задачи. Можно еще купить в роли второй машины, если нужен автомобиль, можно найти грузовой Ларгус. Ну, можно для каких целей пассажирские использовать. То есть даже вот в роли второй машины в семье это очень хорошая вещь. Но Веста, конечно, попрестижнее, если об этом говорить. То есть каждый выбирает свое. А на этом все. Спасибо большое за внимание. Счастливо. Увидимся.